У нас уже температура довольно комфортная, уже такое постоянное потепление. И я думаю, самое время рассказать вам и показать интересное растение, как они перезимовали. Начну я, пожалуй, с инжира. Этот сезон я уже по традиции начал с того, что поставил черенки инжира на укоренение. Мне прислали из Украины черенки моего инжира, я их поставил укоренять. Вот прошло 1,5 месяца. Вот так они сейчас выглядят. Видите, я их пересадил уже в небольшие контейнеры. Тут главное сделать это вовремя. Нужно дождаться, когда корневая система разовьется уже достаточно хорошо. А вот в этих небольших zip-пакетиках это очень хорошо видно. Вот когда эта корневая система разовьется хорошо, она будет удерживать земляной ком. И при пересадке в контейнеры этот земляной ком не разрушится и, соответственно, корешки не травмируются. Почему я пересадил в такие маленькие контейнеры? Объяснение очень простое. Можно, конечно, было в большие. Объяснение простое. Примерно в течение месяца, где-то до мая, я буду каждый день вот эти рассаду, назовем ее так, выносить на улицу, заносить в дом, закалять ее. Собственно говоря, то же, что мы делаем с любой рассадой, с теми же помидорами, например. Плавно приучаем их к свежему воздуху, к колебаниям температуры и к яркому солнечному свету. Все это нужно делать аккуратно и постепенно, увеличивая время пребывания на свежем воздухе, причем желательно не на палящем солнце, а где-то в рассеянном свету. После того, как инжир укоренился, у меня освободился этот бокс, где я его укоренял, и я решил провести интересный эксперимент. Дело в том, что появилось тут у меня знакомое цитрусовое растение. Никто, правда, не знает толком, что это такое. Они говорят цитрон. В общем, неизвестно что. Но тем не менее, это цитрусовое растение прекрасно перезимовало здесь безо всякого укрытия. Ну, температуры здесь, конечно, не сильно низкие. Зимой было минус 5 градусов несколько раз. И оно перезимовало. Мало того, оно перезимовало не в открытом грунте, а в контейнере. Это говорит о том, что оно достаточно зимостойкое. Мы его пересадили уже в открытый грунт весной. Ну и я попросил, мне разрешили, я срезал пару веточек и решил их укоренить. Вот они стоят уже, ну, наверное, неделю. Здесь укореняются в этом боксе. Уже на некоторых даже появились листочки. В общем, такой своеобразный эксперимент. Заодно проверю, можно ли вот таким способом укоренять не только инжир и виноград, а и другие растения. О чем, собственно говоря, вы часто спрашивали в своих комментариях. Подходит ли этот способ для других растений? Вот и проверим. Ну, а это тот самый лимон Мейера, который я вам осенью показывал. Сбросил все-таки листья, но тем не менее выглядит неплохо. Вот эту ветку он отрастил уже в течение этой зимы. С ним было все хорошо примерно до Нового года. Температура на улице была довольно теплая, и отопление включали чуть-чуть. Влажность довольно большая была в комнате, около 60%. Здесь это нормально. Но после Нового года, когда похолодало на улице, отопление включили по полной, и влажность существенно уменьшилась. Сейчас влажность порядка 40%. Я думаю, после этого он стал потихоньку сбрасывать листья. Но он живой, и я думаю, что он будет восстанавливаться. Сейчас потеплеет, когда сильнее, я думаю, ближе к маю, я тоже потихоньку начну его выносить на свежий воздух, чтобы он получал свет, чтобы он получал вот ту самую влажность, уже так, как ему нужно. Следующая по плану мушмула японская. Вот стоят 4 саженца, которые зимовали просто на улице, вот в таких небольших контейнерах. Как результат, она полностью сбросила листья. Ну вот на некоторых еще висят старые, на некоторых уже полностью облетели. Но она живая, она проснется и будет восстанавливать новые листья. Но один саженец осенью я решил провести опять же эксперимент и высадил здесь в открытый грунт. Давайте посмотрим на него. Вот он, видите? Листочки зеленые. Да, они, конечно, выглядят не супер, они все поврежденные, в дырочках, в коричневых пятнах, но они зеленые, тем не менее. Саженец даже меньше, чем те, что в контейнерах, но сумел сохранить свою листву. Что значит открытый грунт? Но есть у меня еще одна мушмула японская, за которой я здесь наблюдаю. Она растет в городе. Наверное, из-за того, что в городе все-таки теплее, из-за асфальта нагревающегося, из-за тепла от домов, чувствует она себя там гораздо лучше. Это большое растение, которое полностью зеленое всю зиму стоит, с хорошими красивыми листьями, нету никаких пятен там или дырок на них, они действительно красивые. И всю зиму оно цветет метелками, такими кистями, если хотите, белых кремоватого цвета цветов, которые еще и очень приятно пахнут. Я все ходил в надежде
Появится ли все-таки зависть, появятся ли эти плоды? Но нет, вот уже начало апреля, никакой завязи там так и не образовалось. Я уже говорил в своем видео про мушмулу японскую, что цветы и особенно зависть очень чувствительны к низким температурам. Поэтому, скорее всего, плодов здесь получить от нее не получится. Но вечно зеленый куст с красивой листвой, довольно мощный куст, который еще и зимой цветет, как я сказал, цветами красивыми, еще и с хорошим запахом, я думаю, может быть украшением любого сада. Смотрите, сколько здесь взошло черемши, сейчас я буду собирать на салатик. Но уж коль скоро я здесь, возле мушмулы японской, как раз здесь рядом и есть то растение, то чудо, которое я обещал вам показать в прошлом видео. Ровно 2 года назад, в конце марта 2023 года, я вам снимал видео, которое называется «Главное правило магнолии». В этом видео я рассказывал, что магнолии нужно, и как раз высаживал вот этот саженец. 2 года он здесь растет. И вот, наконец-то, первое его цветение. Это магнолия суланжа. Теперь я могу с уверенностью это сказать, потому что были сомнения, я не знал, потому что саженец был без всякой этикетки, без бирки. Но здесь в основном растет магнолия суланжа, я предполагал, что это она. Сейчас по этим бутонам раскрывающимся я вижу, что это действительно магнолия суланжа. Внизу, в долине, где теплее, она уже раскрылась гораздо больше, уже фактически цветет. Здесь в горах немножко холоднее, прохладнее, и поэтому почки раскрываются немножко позднее. Вот эти 3 правила магнолии все-таки работают. Видите, 2 года и саженец, даже вот такой маленький, а уже начинает цвести. Следующий на очереди лавр благородный. Помните, осенью я показывал, что приобрел саженец лавра благородного, но обнаружилось, что это не один саженец, а множество сеянцев. И я разделил его на 2 части. Вот получилось 2 вот таких саженца. Но тогда же я сказал, что весной, возможно, я поделю его еще раз. Каждый вот такой вот саженец еще на 2 части поделю. Собственно, давайте этим и займемся. Итак, достаем наш саженец лавра из контейнера. Отряхиваем лишнюю землю. И просто руками, так вот грубо разрываем на 2 части. Ну, немножко разные получились. Одну возвращаем в прежний контейнер, который большего размера. И, естественно, досыпаем землю. И то же самое делаем вот с этим маленьким. Подсыпаем земельку в этот контейнер. Ну вот, было 2 саженца, а стало 4. Теперь, надеюсь, всем желающим хватит. Лавр растение неприхотливое. Ну, за исключением зимовки, конечно, в регионах, где зимы сильно морозные. Здесь он зимовал просто на улице. Теперь очень важный момент. Поставим его на прежнее место и обязательно тщательно польем после вот этой процедуры пересадки и разделения, чтобы земля как следует облепила все корни. Растение, которое вас наверняка интересует, это олива европейская. То же самое, зимовала здесь просто на улице, чувствует себя прекрасно. На мой взгляд, уже пошли расти даже новые листочки. В общем, все и хорошо. Этот климат для нее вполне нормален, и я вижу, что здесь они зимуют в этом регионе просто в контейнерах и даже имеют плоды. Так что с оливкой, я думаю, здесь все хорошо. Еще одно растение, забыл про него рассказать, это инжир. Это тот самый инжир, который я приобрел осенью, Браун Турки сорт. И вот обратите внимание, на нем уже распускаются почки, появляются листочки. А тот инжир, который у нас
растет большим деревом, с которого я все никак не могу получить урожай, потому что он очень поздний сорт. На нем эти почки даже еще не обозначились. Так что этот сорт инжира более ранний, соответственно, и урожай, скорее всего, я буду получать раньше и в больших количествах. Ну вот, вроде бы рассказал обо всех тех растениях, которыми вы интересовались в комментариях, и о которых я собирался рассказать, показать вам. Напомню, все ссылки полезные я оставляю в описании к этому видео, ну и несколько ссылок будет в конце этого видео. Переходите, смотрите, прежде чем задавать вопросы. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.